Мы уже разобрали историю Сулеймана Великолепного, полный выпуск на канале. Мы разобрали историю человека, который правил почти полвека, завоевал огромные земли и при этом находил время писать стихи по ночам. Но есть один момент, который хочется поставить на то же место, что и его судьба, потому что без этой женщины не до конца понятно, как именно складывалась жизнь Сулеймана. Мой дорогой, ты здесь. Всегда моя любовь. Твоя музыка пленила меня. Ты моя муза. Навсегда вместе. Проще говоря, речь пойдет не просто о важной даме при дворе, а о любимой женщине его жизни – Хюррем. В сериале ее знают все, а вот реальная история, как ни странно, совсем другая и куда более интересная. И вот сразу оговорюсь, речь сейчас не про героиню сериала и не про красивую легенду, где все решается одним взглядом, одной интригой или эффектной сценой в гареме. Реальная Хюррем была намного загадочней. Она не просто понравилась султану, ей удалось выжить в системе, где у женщины почти не было собственного голоса. Затем она заставила эту систему считаться с собой. А после смерти оставила не только сплетни и споры, а вполне осязаемые вещи. Здания, письма и след, который и сегодня можно потрогать руками. Поехали с самого начала. Это западная часть современной Украины, маленький городок Рогатин, начало 16 века. Как звали девочку до того, как она попала во двор, неизвестно. Историки спорят до сих пор. Некоторые предполагают Анастасию, другие – Александру. Отец, по одной из версий, был православным священником. У нее был жених по имени Лука. Обычная жизнь, дом, семья, привычное будущее. И потом случился один день, который все перевернул. Крымские татары совершали набеги на эти земли регулярно. Это была страшная, но, увы, реальность. Целые поселения могли увозить в рабство. Так и случилось. Во время очередного набега схватили и ее. Дом, семья, жених – все оборвалось за один день. Дальше началась цепочка, которая могла сломать человека, а могла наоборот сделать ее сильнее. Ее продавали, перепродавали, через Крымское ханство, потом в Константинополь. Там ей дали имя Роксолана. Его использовали европейские послы, ориентируясь на земли, откуда ее привезли. А имя Хюррем, то есть радостное, появилось уже позже во дворце. Говорят, что его ей мог дать сам Сулейман. В 1520 году вместе с другими девушками ее преподнесли молодому правителю. На тот момент Сулейман только входил во власть. В гареме таких девушек было много, сотни. Большинство исчезали бесследно, как будто их и не было. Гарем часто рисуют как место сплошной роскоши и романтики, но на деле это была очень жесткая дворцовая система. Там были свои правила, строгая иерархия и постоянное напряжение. За всеми следили. Соперничество было не просто фоном, а способом выжить. Там нельзя было просто быть красивой. Красота, как выяснялось, есть у многих. Нужно было быстро разбираться в другом. Кто кому приходится родственником и на чьей стороне человек. Кто сейчас говорит искренне, а кто просто проверяет тебя. Где лучше промолчать, где улыбнуться, а где сказать именно ту фразу, которую потом перескажут как важную. Похоже, Хюррем все это поняла очень быстро. Она отличалась не внешностью в привычном смысле. Современники писали, что она не была красавицей в классическом понимании. Невысокая, худощавая, но с горбинкой. Зато она умела другое. Умела говорить, умела слушать. Задавать такие вопросы, после которых невозможно остаться прежним. И еще она обладала талантом, который трудно описать. С ней было живее, светлее. Наверное, именно это и было главным. Не красота и происхождение, а случайность и то, что рядом с ней мир становился легче. Будто в груди отпускало, и тяжелое переставало давить. Сулейман рос в османском доме, где почти все держалось на страхе. Там брат мог оказаться врагом, сын однажды становился угрозой, а доверие считалось роскошью. И вот рядом появился человек, с которым можно было не только молчать по привычным правилам, с которым можно было разговаривать. Для правителя это порой опаснее любой армии, потому что армия дает власть над людьми, а такой человек получает власть над твоей тишиной. Она очень быстро учила языки, причем не один. Читала все, что попадалось. Постепенно из просто наложницы она превращалась в собеседницу. А Сулейману, как мы уже говорили раньше, был нужен именно такой человек. Тот, с кем можно обсуждать по-настоящему, а не просто жить в тишине и приличиях. Их связь была не только чувством. Сохранились письма, даже переписка. Архивы Стамбула до сих пор хранят тексты, которые они писали друг другу. Сулейман писал стихи под псевдонимом Мухибби, то есть любящий. «Во имя Те Аллаха Милостивого Милосердного. Читай, и Господь твой щедрейший. Он научил посредством пера». Говорят, он делал это сам, а не через придворных поэтов.
А Хюррем отвечала ему примерно так, как это может написать человек, которому правда больно от разлуки, что отсутствие сжигает ее как огонь. И вот примерно в 1533-1534 годах случилось то, от чего весь двор на какое-то время потерял дар речи. Сулейман официально освободил ее и затем женился. Почему это было так громко? Потому что османский двор держался на привычке, на правилах, которые работали годами, почти десятилетиями. Султаны имели наложниц, от них появлялись наследники. Женщины оставались частью системы, но при этом не становились законными женами в привычном европейском смысле. И вот Сулейман все меняет. Он не просто выделяет Хюррем среди остальных, он делает ее законной женой. То есть превращает женщину, которая пришла во двор как рабыня, в фигуру с официальным статусом. И для двора это было как риск, что ли. Это был не просто выбор сердца и не просто особое положение при дворе. Все оформили по правилам. Подписали брачный договор никихнами. Ей дали новое звание хасики. И важное уточнение. Раньше в османском доме такого статуса в этом смысле просто не было. Последний раз законной женой османского правителя была женщина более чем 200 лет назад. Мать Сулеймана пришла в ярость. Ей казалось, что так нельзя, так никогда не делается. Но Сулейман уже принял решение, и остановить его было невозможно. Дальше началась другая сторона ее влияния. В сериале об этом иногда говорят слишком общими словами, а в реальности это было заметно. Сулейман часто уходил в походы, иногда на год и больше. И когда его не было рядом, информация о том, что происходит во дворце, приходила в основном через нее. Сохранились ее письма к польскому королю, к персидскому шаху, и даже один польский посол писал домой в изумлении, что эта женщина влияет буквально на все, на назначение, на решение, на отношения между государствами. И это особенно впечатляет, если помнить эпоху, 16 век. Формально женщинам почти не давали политических ролей, но влияние все равно находило дорогу, потому что рядом с правителем власть чаще всего живет не в кабинетах, а в доверии. Дальше были и последствия, и драматические моменты при дворе. Имена, о которых ты точно слышал. Ибрагим Паша. Время пришло. Мы должны действовать решительно. Его казнили в 1536 году. Мустафа, старший сын, любимец янычар. Его казнили в 1553. Прямых доказательств ее причастности нет, но логика простая. В той системе других вариантов почти не существовало. Либо ты, либо тебя. Хоть и прямых документальных подтверждений причастности Хюррем к гибели Ибрагима или Мустафы не существует, исторический контекст того времени объясняет появление таких версий. Ибрагим представлял угрозу своей близостью к султану, но и так совпало, что Ибрагим ставил себя наравне с султаном, а Мустафа пользовался чрезмерной популярностью в армии. В ту эпоху борьба за власть часто заканчивалась смертью проигравшего, а не почетной отставкой, что ставило под угрозу и сыновей Хюррем. Именно эта политическая реальность, где выгода, страх и борьба за выживание были неразрывно связаны, породила мрачные предположения о роли Хюррем, а не наличие конкретных улик. Историки потом назовут это политикой выживания. Она не придумала правила этой игры, но играла в нее лучше всех. А теперь самое главное. Есть то, что осталось от нее и продолжает работать до сих пор. В Стамбуле стоит комплекс Хасики Хюррем. Его связывают с тем же Синаном, который строил мечеть Сулеймания. Строительство шло с 1538 по 1550 год. Там мечеть, медресе, школа. Еще есть имарет, то есть бесплатная столовая для бедных. И, конечно, больница. И вот эта больница жива до сих пор. Сегодня она носит название образовательная и исследовательская больница Хасики Министерства здравоохранения Турции. 500 лет прошло. Сериалы, как правило, цепляются за шепот занавесок, за яд в кубке, за предательство, что рвет нити доверия. Они живут интригой. Но история порой оказывается куда более прямолинейной, чем вымысел. Ведь дворцовые сплетни и тайные сговоры увядают, унося с собой тех, кто их породил и передавал. А стены больницы стоят. И если спустя полтысячелетия место, носящее твое имя, продолжает исцелять, значит твое наследие — это не только тени страха и эхо споров. Ты оставила нечто большее. Добро. Бывшая наложница из украинского Рогатина основала место, где лечат людей уже в 21 веке. И это еще не все. Сулейман дал ей уникальное право создавать благотворительные учреждения по всей империи. Такого не было ни у одной женщины до нее. Она строила в Иерусалиме, в Мекке, в Медине. В 1558 году Хюррем умерла из-за болезни. Сулейман пережил ее на 8 лет. Говорят, после ее смерти он постарел буквально за 1 год. Он потерял не просто жену, он потерял человека, с которым можно было говорить по-настоящему. Синан построил ей мавзолей рядом с мечетью Сулеймания, через стену от мавзолея самого Сулеймана. Они лежат рядом до сих пор, как будто разговор не закончился, а продолжается. Так кем она была на самом деле? Интриганкой? Да. Строителем? Тоже да. Политиком? Без сомнений.
Любящей женщиной? Судя по письмам, да. Невозможно дать исчерпывающую характеристику некоторым людям одним словом. В случае с Хюррем любая попытка упрощения приводит к потере важной грани ее личности. Определение интриганка игнорирует ее способность к глубоким любовным переживаниям, выраженным в письмах. Обозначение «любимая жена» умаляет ее политический гений и умение ориентироваться в придворных делах, зачастую лучше мужчин. Навешивание ярлыка «жертва» скрывает ее активную роль в формировании хода истории империи. Именно в этой многогранности и заключается сложность понимания Хюррем. Она не вписывается в одну заданную роль. Она была всем этим одновременно. Просто девочка из Рогатина, которую схватили татары. А потом она сделала так, чтобы спустя столетия ее дело помогало людям. Вот он, настоящий великолепный век. Если видео зацепило, поставь лайк. Это правда помогает каналу. Подпишись, дальше будут еще такие истории. До встречи.